Господа, я думаю, все вы знаете, что бывают такие ситуации, когда вашей машины сейчас нет, а ехать надо. Ну, допустим, а вы отдали в сервис, ремонт затянулся, или она просто продана, а новая еще не куплена. Как вот у моего оператора Никитоса. Тачки нет, а я, алло, надо снимать. Что делать? На помощь приходит каршеринг Делимобиль. Делимобиль — это поминутная аренда автомобиля в 11 городах России и 12 тысяч единиц техники в автопарке. Причем таких брендов, как Volkswagen, BMW, Mini, Nissan и Kia. Ну круто же. И самое примечательное, что вся та самая нелюбимая суета по уходу за автомобилем, которую обычно вы делаете за свой счет, то есть там что, заправка, мойка, техническое обслуживание, налоги, страховка, платные парковки в центре, в данном случае будут за счет Делимобиль. Все, что нужно для аренды, это установить приложение, пройти регистрацию, выбрать автомобиль на карте и забронировать его. После этого вы подходите к тачке и через приложение открываете и едете по своим делам. И все это от 3 рублей в минуту, господа. Плюс есть промокод Академик, по которому все новые зарегистрировавшиеся пользователи могут получить 400 рублей бонусов на поездки. Так что проходите по ссылочкам в описании и регистрируйтесь в каршеринге Делимобиль. Слушай, во всех паркингах пыльно. Даже у меня есть паркинг, который в новом доме, вообще новый прям. И все равно там трындец как пыльно. 24-ки, смотри. Фига, здесь же свет может включиться. Офигеть, здесь свет тоже 83-го. Слушай, она реально похожа стоит. Судя по чехлу, ее 100% вообще никто не трогал. В октябре я открывал. Ага. Ух, свечки сзади лежат. Вот. Стойки газовые новые сзади лежат. Сделано в СССР. Хорошо. Сделано в Венгрии. Хорошо. Масло ВАЗ. Хорошо. Не, главный тормозной только меняли. Он новый. Да. Этот расколотый тоже, видишь? Косяк на косяке, короче. Ну, то есть активной жизнью она жила где-то, наверное, уже до 2000-х, да? Она там еще ездила. Ну, короче, такие дровишки, как тебе сказать. В целом, конечно, ничего, но это не музей. Вот это уже мененный, вот он, смотри, это новый. Вот эти советские, я еще верю, вот они. Вот это. Этот новый, а этот вот он прям завод. Есть. Это круто. Так, щуп. Масло даже на максимуме. И даже светлое. Стой, 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 стой. Давай подкачаю. Да. Сейчас должен поссать насос, по идее. Иначе чудо не произойдет. Все, готово. Бомби. Даже как работает, не звенит, смотри, как клапана настроенные. Понятно, что ему хреновенько. Офигеть, как он мягко работает. Давайте я даже микрофон. Сейчас. Ну офигеть, даже клапана не стучат, все настроено, тихо, очень мягко работает. Да, это не музей, безусловно. То есть это просто очень хороший сохран, это не музей. Но пробег 25 тысяч километров даст нам шанс почувствовать, какая была девятка, когда вышла с завода в 88 году. У меня была восьмерка первая, 87 года, вишневая, на бежевом салоне. И это был такой зашквар. Бежевый салон — это был шлак. Низкая торпеда — это был шлак. Короткое крыло — это тоже был шлак. Я все думал поменять его на... Но это были 2000-е, братан. Там было все иначе. Огонь. Давай я ее заберу. 24 800, не побоюсь этой цифры, 66 километров. Короче, объясняю, господа, что это такое раньше. Вот 2004, если не ошибаюсь, может быть, или 3-й, или 4-й год, это был, по-моему, первый год, когда ввели ОСАГО. Возможно, она первые, по-моему, 2 года была еще не обязательная, или год. К ней, по-моему, к ней выдавали вот эти наклейки, куда ты должен был написать ручечкой номер полиса и серию. И сотрудники, имея полис, и она у тебя должна была быть. Если ее нет,
Обычно ее с собой возили, и она не наклеена, это уже был повод для того, чтобы докопаться. Проверяли эти наклейки, подделывали эти наклейки. Потом их, естественно, отменили, потому что это бред. Потому что уже у людей стекла кончались эти наклейки делать. Я это помню, я никогда не наклеил. Уже ностальгия, капец, даже до 2004 мы добрались, и мы эту наклейку оставим, потому что 2004 это уже история. Короче, надо забирать. Все, давай, я готов, огонь. В наших поисках того, где же все-таки в этой тачке косяки, потому что когда ты покупаешь такую машину, ты и по сей день, и сейчас не веришь, что с ней что-то должно быть нормально. Это по-любому какая-то восстановленная, битая, просто очень хорошо замазанная, но все-таки уже побывавшая во всех ситуациях тачка, которую продают под видом как еще ничего. Так вот, оказывается, пацаны, нет. Похоже, это та самая тачка, с которой все нормально, потому что невозможно найти в ней каких-то следов длительной эксплуатации. У нее оригинальные тормоза, новые, без выработки вообще. Рассохшиеся резинки верхние на амортизаторов отбойников. То есть одна рассохлась, вообще упала просто в щи, а вторая уже треснула, но еще стоит наверху. Непонятно, каким чудом сохранившиеся сайлентблоки. Не тронутые ни разу все гайки. Нетронутые гайки эти, нетронутые гайки здесь на крабах, на шаровых, вот это все завод. Шлицы эти никогда гаечных ключей не видели. При этом живая же эта резинка, оно тоже все завод. Это не какой-нибудь там Финокс, разделано в России, такого здесь нигде нет. Это все еще то. Заглушки черные, все на месте. Удивительным образом, но оказывается, есть некоторые технологические отверстия, вон здесь, и они также есть в конце порогов, которые заглушек в себе с завода не содержали. Или содержали, но были вытащены. Я до сих пор не могу понять. Я вот не такой суперспециалист. В общем, туда должен был воздух заходить, через порог проходить. В пороге тоже такие дырки, это все завод. И оттуда сзади выходит воздух. По идее, все это подсушивается. Вот эти вот пипирки резиновые тоже. Некоторые следы уже вздутия. То есть, видите, заводской антикор, а он здесь был все-таки заводской антикор, начинает немножечко слезать. Глушитель также весь родной полностью. Все магистрали ровненькие, все четенькое. Все вот там, все резинки, вот вертолет, это не вертолет, да, сайлентблок, вот здесь вот сочленения, вот эти все, вот манжеты резиновые здесь, вот она не высохла почему-то, ничего с ней не произошло. Здесь также резинки все на месте, не трескаются, непонятно. Но в районе задней балки есть все-таки две резинки, которые у нас потрескались, то есть здесь все по-прежнему хорошо, все трубочки на месте, хомутики советские. Это все живет, все дышит, все прекрасно. Бак. Даже эти две полосы уже начали ржаветь, но тем не менее живые. Колдун на месте, вернее, регулятор тормозного усилия. Вот он тут стоит, все у него поводочки, все так же в идеале. По непонятным причинам рассохлась вот эта резинка. Нижний сайлентблок заднего левого амортизатора. Он рассохся, причем правый целый, левый рассохся. И начала трескаться вот эта вот резиновая часть бензопровода, получается, от заливной горловины до бака. В этом месте она пошла трещинами. Но хомуты также советские, ничего не трогалось. Причем машина реально эксплуатировалась. Ну-ка, погоди секунду. Ну, вот немножечко, вот где-то что-то вот начинает прямо.
Машина эксплуатировалась, потому что подкрылки все закиданы солью, грязью. Ну, не солью, наверное, соль, если была бы, она бы не дожила. Просто грязью. То есть реально нароста из грязи есть, потому что локеров на этой машине установлено не было. Она как выехала с завода, так и есть, ни подкрылков, ничего, все кидает прямо туда. И вот все эти грязевые наросты, вот они старые, они все сохранились, песка здесь тьма. Где-то в этом месте вот даже что-то белесое, то есть как будто бы все-таки какая-то соль, но она бы разъела. И с одной резинки слетел глушитель, поэтому он болтается. Уже повесили. Он был только на одной этой, и на это он не держался. Мы просто сейчас его уже повесили. Начинает слезать с глушителя вот эта вот первая, вот эта вот пленочка. Причем глушитель, ну-ка, Лада, это оригинальный глушитель. Сделан в СССР, здесь надписи я не вижу, но есть значок Лады и 2108. Вероятнее всего, он действительно заводской. И вот с него только-только все это облупляется. Очень похоже на действительно 24 тысячи километров. Очень похоже. Пока что нам не вскрыть косяк, что эта машина якобы не соответствует заявленным ее характеристикам при продаже. То есть ее надо делать, ее надо обслужить. Тут есть куда приложить руки, но вот, грубо говоря, в формате завел и поехал, да, это возможно. Манжеты целые здесь тоже на амортах. Фуфел на резине. Вот здесь вот на резине вскочила шишка. Ручник стоит, ручник-то тоже работает, естественно. Вот здесь скочила шишка на резине, то есть этому колесу уже, в принципе, фигня. И запаска ставилась. Запаска, которая лежит в нише запаски, она уже не новая, она также уже была в эксплуатации. Все колеса снимались, единственное, что вот колеса снимались, да, потому что все гайки содержат следы того, что они откручивались и закручивались обратно. Но, вероятно, эта машина переходила на зимнюю и летнюю, хотя... Не факт. Обратите внимание, какая узкая резина, какое колесо было в те года, и обратите внимание на рисунок протектора. Это практически АТ-шка. Эта резина была создана для того, чтобы ездить по грунтовым дорогам и лишь изредка по асфальтовым. И при всем при этом она действительно не музейная. Есть косяки и по кузову. Во-первых, мы нашли, что была притертость в крыле. То есть это реально даже не удар, это притертость. Вот здесь хорошо это видно. Раз. Из-за этого даже съехал чуть зазор вот тут. Также есть скол на заднем правом, получается, фонаре. И есть еще небольшой скол пластика на накладке, опять же, заднего правого крыла. Кажись, по кузовне это все. Больше найти ничего не удалось. Подозрительные какие-то везде следы от белой краски на всех бамперах. То есть как вот здесь вот. Но мы не можем понять, это краска или что, потому что она не крашеная. Краска везде в один слой, шпакли нет, толщиномером это все не бьется. То есть все как бы вроде как завод. Но при этом здесь такие белые следы, но там на бампере белые следы. И такое ощущение, что то ли ее на заводе красили уже с одетыми бамперами, подкрашивали, то ли еще и что. В общем, ребят, загадка. В остальном получается, что тачечка действительно соответствует пробегу в 24 800 километров. Обязательно я вам еще хотел показать штуку, которую не видел до этого сам. И я их еще не открывал. Значит, в багажнике содержался, это просто лежало, аптечка ARB 0 или ARB O, к сожалению, уж не знаю, для ремонта легковых бескамерных шин. Есть ТУ 38.10434-86. 86, видимо, год, я подозреваю. Потому что шины тоже удивительным образом называются ЕХ-85, то есть вот это все, видимо, года создания. Это ладно. Второе, я такое вижу первый раз в жизни. У меня была 8 и 9, но в штатном месте штатный набор инструмента. Я подозреваю, там баллонник, что-то еще, но, по-моему, это все открывалось
один раз, наверное, владельцем этого автомобиля, и сегодня нами откроется второй раз. Ну, если с аптечкой я примерно представляю, что там должно быть. Ну, такая же есть и велоаптечка, есть и автоаптечка, да. На ниточках завязанные пакетики. Нечто вроде шила с деревянной ручкой. Тюбики с клеем. И вот это вот самое главное. То есть, вы представляете, каких масштабов прокол можно заделать, имея вот такое вот выражение. Вот эти парашюты, они в тальке все. Есть кусочек мела, которым вы можете на шине поставить, видимо, крестик, где он сверлится. Ого-го-го-го. Смотри, набор каких. Есть инструкция, самовулканизирующийся клей, пластырь. Такая инструкция. Посмотри, сколько латок самих. Вот это вот. Это реально резина. Все в тальке. Очень много разных вот этих парашютов под разные все дырки. Еще что-то. Ага, такой инструмент. Еще много клея. Еще надфиль для обработки. И как бы вот вы сейчас смеетесь, вот у вас там, да, машина в кредит. Вы вот думаете, что сейчас считается хорошо, что запаска или докатка, да? Вот. Вот это вот. Вот это вот у вас должно быть с собой, вы представляете? Смотри. Это прессовать, это ролик раскатывать, которым по клею. Смотри. Я это вижу первый раз в жизни, чтобы вы понимали. Нож в ножнах. Прикольно, типа скальпеля. Не складной. То есть колющее, режущее всегда на месте. И еще... Сколько можно проколов заделать этой аптечкой, смотри. И сосок. Сосок. А к соску в комплекте здесь идет сам, собственно, ниппель, да? Вот он сюда вставляется изнутри колеса, если вы его разбортировали. К нему в комплекте здесь же идет самый вкручивающийся ниппель. Естественно, еще колпачки, естественно, еще куча всего. И, честно говоря, даже я не хочу это открывать, потому что это еще в заводской все упаковке в ниточках. Слушай, ну я такого никогда не видел, чтобы вот такой набор инструмента с собой был с завода. Это просто с ума. Все в тальке до сих пор. Все, причем все эластичное, ничего не растрескалось. Наверное, только клей засох в тюбике. Ну-ка. Нет, мягкий. Мягкий, мягкий, мягкий. Еще весь жмется. То есть можно даже, наверное, сегодня этим всем еще воспользоваться. Ну и вот это вообще священный грааль. Что же здесь может быть? Ну, понятно, что баллонник. Ты посмотри, оказывается, эти насосы выглядят так. У него еще, собственно, все эти кожаные застежки. На самом деле эти насосы были блестящие раньше, смотри. Они не всегда такие ржавые, как у деда в гараже. Он настоящий блестящей краски. Так, отдельно к нему манометр в кармане. Ну, обычный такой манометр, я думаю, видели все. Так, и здесь у нас что есть? Отвертка на минус. Это, похоже, баллонник. У меня очень плохие новости, если это баллонник. Сейчас, погоди. Да! Это баллонник. Как вы думаете, такого рычага хватит, чтобы открутить колесо? Наверное, нет. Я сомневаюсь в этом, но он, тем не менее, есть. Ключ 1. 13,17. Хром-ванадиум, причем. Реально советский ключ. Свечник, само собой. И долото, или вот это вот, да? В случае чего, что сделать? Сюда может быть вставлено? Может быть. Отвертка сюда может быть вставлена? Может быть. Все работает. Ну, не самый богатый набор инструментов, я бы сказал. Слушайте, но это сработает. По крайней мере, насос, манометр, а также комплект для ремонта шин у вас всегда были с завода. И все это довольно-таки красиво оформлено. Это прикольно, господа. Но это далеко не все. Сейчас у нас просто уже кончается световой день, но завтра мы вам расскажем про эту машину еще парочку интереснейших историй. Твоя любимая
есть огромная вероятность того, что эта мойка у нее первая за последние года 3-4. Так что, в принципе, она может стать даже из просто белой очень белой, по крайней мере, на кадр. Символично еще другое, что когда я покупал свою первую машину, не считая той, что я угонял у родителей, то есть родительская тройка 79-го года, ну, как бы, своей ее можно, тогда я называл ее своей, конечно. Но лично именно ту, которую купил я, это была восьмерочка 87-го года, вишневая, также на коротком крыле. И заработал я ее именно работая на мойке. Копил я на нее по $100 в месяц. Стоила она $1000, по-моему, даже 1100. Соответственно, это заняло у меня год. Времена возвращаются, господа. Мы сделали техобслуживание, помыли ее и даже заправили. То есть теперь можно наконец-то насладиться девяточкой на ходу и почувствовать, какая же она должна быть в идеальном состоянии. Потому что я уверен, у 90% из вас, у меня, естественно, так же, и ни у кого остального никогда не было исправной девяточки. У всех она у нас была какая-то уже 10-20-летняя, и вот она, пробег 24 900 уже километров. В ней все исправно, мы только что это видели, ничего не надо делать. Салон весь просто в порядке, это какой-то идеал. И коробка так же воет, как и выла. Замена масла не помогла, причем масло мы залили не современное, не жидкое, такое прям нормальное, даже чуть погуще, которое обычно убирает вой. Нет, коробка воет на всех передачах одинаково. Полное отсутствие шумоизоляции, ее нет вообще. Реально очень шумно. Солярис по сравнению с ней, в принципе, еще такой тихий автомобиль. Легкое рулевое. Не гремит рейка, кстати. Ничего этого нету. При этом пластик все равно весь дребезжит. То есть вот... Сейчас вот тут ямка. Во. Вот это вот. Пластик реально весь дребезжит. И я думал, что он дребезжит только у меня, потому что у меня старая машина, в которой, может, он, конечно, и здесь рассекся. Все-таки год-то 88-й. Пробега нет, а время шло, и пластик действительно меняет свои свойства, но он вот... Он весь вот... Да, вся пластмасса действительно живая. В эту пепельницу никогда не курили, в ней нет ни окурков, ни мусора, ничего. Хотя прикуривателем пару раз пользовались. Что-то здесь вот колхозная магнитола. Эпическая проходимость, кстати, где вот они все притормаживают, мы едем медленно только из-за них. Девяточка реально везде проедет. По ощущениям, это просто кроссовер. Она очень высокая. Очень энергоемкая подвеска, длинноходная, мягкие амортизаторы. Да, это влияет на то, что у нас вот такой вот типа вот желе, но это зато комфортно. Можно положить локоть, вот так ехать. Блин, я вспоминаю, конечно, свою первое зубило. Там было все совсем не так. Это был ушатанный автомобиль за $1000, на который я копил год, потому что зарабатывал это на автомойке, работает $200 в месяц, ну, примерно, из которых 100 я откладывал на машину. Итого, через вот эти вот вожделенные 12 месяцев у меня накопилось $1100, за которую я купил сам автомобиль, и 100 ушла там на тонировку, зимнюю резину, потому что это была зима. Страховок тогда еще не было. Что-то еще какой-то, видимо, переучет. Нет, переучета тоже не было. Это была генеральная доверенность, мы только ее делали. Через 3 дня ее заталили. Ну, ровно 3 дня я проездил на своей машине, на которую копил год. Не по моей вине, в меня просто выехал человек в бочину и на свой красный пролетел, и все, я ушатался. Что мы имеем? Мы имеем то, что с этого 88-го года собственник, хотя и был мужчиной серьезным и в возрасте, дубасил как потерпевший, потому что колеса все квадратные, абсолютно все, на одном даже фуфел. Диски многократно выправлялись уже явно кувалдой, то есть этому всему уже очень фиговенько, поэтому ни о какой балансировке речь идти не может, и все это вот немножечко вот так вот делает. Это можно поменять только заменой в сборе 4 дисков и, соответственно, 4 шин.
немного почему-то все равно отпадает вот так вот козырек, он слегка деформирован, хотя, казалось бы, 24 тысячи. Только одна полоска на стекле. Стекла эти всегда затирались от песка, знаете, вот там вот от этих резинок, они все были в такую вертикальную полоску. Здесь она пока что только одна. И за 24 тысячи она уже есть, вы представляете? Ключ, второй вот, который ключ зажигания от замка, и второй ключ подходит ко всем дверям и к багажнику. И все замки работают идеально, мягко открываются и закрываются. Это 68 лошадиных сил. Это все-таки 1.3. 1.3 не лучший далеко двигатель, потому что в нем гнет клапана, когда обрывает ремень ГРМ, а ремень ГРМ обычно меняли тогда, когда его обрывало, потому что его менять это дорого. И 2, ей явно не хватает динамики. Вот сейчас мы остановимся. Это 68 лошадей. Бетономешалку мы особо не догоняем, как вы понимаете, а это не самая быстрая единица на дороге перед нами явно сейчас ехал. Да, это всего 68 сил, но в потоке даже по современным меркам ей держаться можно. Да, при этом моторчик постоянно там рон-дон-дон-дон-дон-дон-дон, но со светофора, если все остальные не дубасят, вы в принципе успеваете. Рассохлись еще вот эти вот. Вот это вот его подзаклинило, все. Он не ходит сильнее, я просто боюсь нажимать, что это все рассыпется и очень не хочется. Сюда нужно залить просто 2 ведра силикона, это аналогично, вот еле-еле ходит. Ну вот эти небольшие пластиковые проблемы, грубо говоря. Все. В остальном тачка булочка. Просто космолет. Ну-ка, мы завернем резко сейчас. Слушай. Несмотря на эту дурацкую резину, которая с протектором явно для грунтовок и узкие очень колеса, она дорогу все равно держит, то есть она в балансе. Даже для 88 года это офигенная тачка. И нужно еще понимать, с какой машины на нее пересаживались, господа. Ее не сравнивали с теми же Солярисами, как я сейчас позорно это делаю. На эту машину пересаживались после классики, а здесь рейка. Я руль на месте сейчас при вас повернул без особых усилий. Это передний привод, это немножечко все-таки другая динамика. Это рычаг КПП, который у меня под рукой, за которым не нужно никуда тянуться. Это нет каких-то лишних вибраций от кардана, которые в классике были всегда, потому что этот кардан никто нормально не балансировал. И мы газом вытягиваем в повороте, и все поворачивает. Даже по зиме, вы представляете? 3-я передача, все заходит элементарно, переключается, еще ничего не разбито здесь. 80. 4-я, а у нас есть еще и, внимание, 5-я, которая заходит сюда просто 2 пальчиками с 80. Это крутая тачка. После классики, когда садились на нее люди, когда я сел после классики в 8-ку, и я понимал, что у меня вытянуты ноги, мне просто удобно сидеть. Да, у меня какие-то странные узкие кресла, то есть у меня плечо проваливается и здесь с кресла, и там с кресла, но у меня уже есть подголовник по умолчанию, и я, вытянув ноги, сижу. Даже сейчас, в 2019 году, садясь на машину 88 года выпуска, спроектированную в 83-м, в начале 80-х, в принципе, мне норм. Немного педаль сцепления я бы подвинул чуть в сторону, и все. 5-я, опять же, с 60 заходит 5-я на 1.3 моторе. А еще были эти 1.1, как вот у меня первая как раз она была 1.1. Это вообще такая шляпа. Ну, реально полное отсутствие шума. Так шумно, да? Сзади вообще капец, прям неожиданно шумно. Классика, возможно, даже тише в каких-то местах, потому что, ну, прямо адски передается именно от колес. Возможно, конечно, из-за того, что резина дубовая просто старая, и она шумит от того, что движется по асфальту. Ну-ка, 2-я с 50 зайдет. Да! Ничего себе! То есть у меня на выбор всегда 3-4 передачи было. Пепельница также выпадает, как и у меня. Я думал, это потому, что у меня раздолбанный салон, а вот он не раздолбанный, и все равно пепельница выпадает. Это, конечно, прикол. И очень туго работают стеклоподъемники. От времени вот эти вот резинки здесь, они все стали каменные. И они очень сильно зажимают стекло. Стеклу трудно ходить исключительно из-за того, что оно зажато между этими резинками. Будем их, наверное, в чем-то вымачивать. Просто приведем божеский вид. И также не работает никогда гидрокорректор. У каждого из нас в 9-ке был гидрокорректор. Вот здесь под левым коленом шайба, которая крутится. Он никогда не работал. Я такой думаю, ну вдруг, ну однажды я хоть узнаю просто, как это использовать, за счет чего. То есть я пойму, что эта функция была не зря, и здесь он тоже не работает. Как у меня не было гидрокорректора, ребята, сколько лет, так у меня до сих пор его и нет. И, видимо, никогда даже и не будет этой штуки рабочей. Но при этом у нас есть в идеальном состоянии салон и один владелец. Да причем владелец у такой машины должен был быть явно не из простых людей. Сейчас я все объясню.
Смотрите, если так вот на секундочку задуматься, ручник работает. 88 год. Девятки стали выпускать с 89-го. У нас есть в комплекте технический паспорт автомобиля. Тогда вы такие выдавали. У нас и старые номера в комплекте, как вы, чтобы вы понимали, она уже стоит на учете. Вот новая ПТС, но все старое сохранено. Смотрите, что мы имеем. В 88 году, получается, 17 марта в магазине «Автомобили» на Леноблисполкома на улице белого цвета Владимир Михайлович покупает этот автомобиль. Можно сколько угодно смеяться на то, что тачка там из-под Дида, и понимаете, но Владимир Михайлович в 88 году покупает машину 88 года выпуска, которая в принципе выпускается с 87-го, как и все девятки. То есть Владимир Михайлович покупает, как это тогда говорили в Союзе, новую модель. И для этого вам недостаточно просто денег, хотя это уже и разгар перестройки, для этого вам понадобятся еще и возможности. И тут мы думаем, что Владимир Михайлович, наверное, был очень таким неплохим, крепким человеком, если он мог себе это позволить. У нас, собственно, всего одна запись, МРЭО-1, она там была поставлена на просвещение, и дальше в этой же технической книжке у нас еще осуществлялся техосмотр. Смотрите, каждый год эта машина проходила техосмотр и ставила штампики в каждом году. В 89-м она прошла техосмотр, в 90-м она прошла техосмотр, в 91-м, видимо, по известным событиям, да, техосмотр она не прошла. Ну, вот такое бывает. В 92-м прошла, в 93-м снова не прошла. Дальше 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. До 98 года она проходила техосмотры. Далее я уж не знаю, что произошло, но техосмотры она эти вот в таком порядке проходить перестала. Видимо, изменился порядок прохождения этого техосмотра. И все. Вот, по-моему, весь технический паспорт. То есть это один владелец с 88 года, который еще каждый год и проходил техосмотр. То есть эта машина не стояла с 88 года, а как минимум до 98 она перемещалась каждый год. При этом у нас есть наклеечка на лобовом ОСАГО 2004 год. Значит, она перемещалась и дальше. Помимо 98-го она ездила, то есть каждый год она ездила, вероятнее всего в одну или несколько своих поездок на дачу, вероятнее всего и обратно, и соли не видела. Руководство по эксплуатации оригинальное. Оно, кстати, уже укреплено скотчиком, судя по всему. То есть, видимо, что-то случалось, в котором содержится талон. В этом талоне вписана марка, гарантия, нет, марка, партия, номер, партия 2443, то есть, возможно, это в принципе 2443 девятка, когда-либо выпущенная на заводе. Цвет у нас значится код 233 белый, такой отдельный талончик, он был приклеен в багажнике к стенке тыльной. И также у нас есть комплектность у автомобиля. Павловский завод слесарно-монтажного инструмента, набор шоферской, это то, что мы вот открывали вчера на капоте. Прошивка ТУ-2, 0... У тебя какая прошивка в Гольфе? У меня в девяточке прошивка ТУ-2, 035, 656, 79. Вот так вот. Представляете, этот карбюратор никогда не настраивался. Эти свечи поменяли мы вчера. Эти шины никогда, вероятнее всего, не переобувались. Эту торпеду никто никогда не снимал. Эти стекла также никто никогда не снимал, не тонировал. Эти дворники никогда не менялись. С 88 года. Эти лампочки стоят там с 88 года, сзади в фонарях стоят с 88 года. Блин, масло в коробке, вероятнее всего, мы вчера поменяли впервые. Это очень круто. Такую машину я точно не смогу распилить. Сейчас все расскажу.
Кстати, это первая машина, в которой работает ключ от правой двери. Правую дверь я смогу открыть ключа. У меня никогда в жизни не было такой тачки, в которой бы правая дверь при существующем в ней замке открывалась без ключа. А как только я купил себе более-менее современную машину, в ней уже не было правого замка в принципе. То есть, грубо говоря, это моя первая тачка, в которой действительно все исправно, при том, что она 88-го года. И я просто с этого искренне офигеваю. Но самое главное, это то, что мы с ней сделаем, потому что вы все сильно переживаете, что эта машина будет распилена, закорчевана, что как же можно такое сокровище вообще как-то трогать? Так вот, трогать мы его будем, но не переживайте, эта машина останется в стоке. Потом. А сначала это будет проект про тюнинг России. Это будет несколько серий, в которых мы вам расскажем, как тюнинговали машину в 90-х, 2000-х и 2010-х. И самое главное, мы вам все это покажем. И в каждой серии эта машина будет принимать образ того времени, про которое мы рассказываем. Я думаю, уже многие поняли, о чем будет последняя серия, но не важно. И в любом случае, все это будет делаться крайне аккуратно, чтобы эта машина была сохранена. Здесь, наверное, не будет турбо-шестнарей, здесь не будет, естественно, пилиться кузов и все прочее. Все это должно остаться практически по заводу, потому что тот самый тюнинг 90-х, 2000-х и 10-х, он был на самом деле весьма специфичен. Да, мы, наверное, не будем делать из этого какой-то лоу-рай, ставить ее на пневму, то есть это будет некий дух времени, как он чаще всего встречается в потоке. Я думаю, сейчас уже вот многие начали писать, у кого что там было в 90-х, у кого были проставки сзади, у кого было вот это вот спойлер на крыше, чтобы типа не закидывало заднее стекло, кто ставил себе мухобойку Warren Glass, кто накидывал прямое, вернее длинное крыло, высокую торпеду и прочее. Тюнинга этого, господа, великое множество. И весь он был распределен по эпохам, в которую мы уже что-то стали запоминать. И это вам расскажем в следующих сериях. Вот для этого мы купили эту девяточку, чтобы она была аккуратная, нарядная, вся ровненькая, чистенькая, чтобы это всегда хорошо и красиво смотрелось на картинке. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Впереди гораздо интересней. Удачи вам и пока!